Всем привет! Речной трамвайчик Вапоретто с ветерком доставит на интересные острова вокруг Венеции, а мы расскажем и покажем про них. Приближаясь к лучезарному острову Бурана, вас встретит падающая башня колокольни, которая видна с любой точки острова. Этот остров славится своими кружевами, традиционными печеньями буранелли и, конечно же, разноцветными домами. Остров был таким практически с начала своего основания и сохранил свой экзотический колорит до сегодняшнего дня. Остров поражает своей пестротой, буйностью красок. По идее, он должен был бы возбуждать воображение, но на самом деле он успокаивает. Ты ходишь по этим улочкам и успокаиваешься. Еще можно заметить такие вот штуки. Они предназначены для слива воды. Когда в городе поднимается уровень воды, то лишняя вода уходит через эти отверстия вниз. Буранелли – это традиционные вкусные твердые печеньки. Но не спешите ломать о них зубы. Лучше всего есть, макая в холодное белое вино и наслаждаясь процессом. Остров Бурана стал известен в первую очередь за счет своих вязаных кружев. В былые времена это кружево ценилось на вес золота. Его очень любили короли и королевы разных европейских стран. Сейчас чаще на прилавках можно встретить китайские копии. Оригинальные кружева тоже встречаются, но за совсем другие деньги. На Бурана дома разноцветных красок. Есть разные легенды, почему они разноцветные. Одна из них гласит, что каждый клан имел свой цвет дома. А другая легенда гласит, что жены раскрашивали дома в разноцветные цвета, чтобы муж легче находил дорогу домой. На данный момент каждый дом раз в 2 года перекрашивают, чтобы сохранить эту яркость этих цветов. Мы с вами на острове Мурана, остров стекла, на котором изготавливают множество разных изделий из стекла из разного цвета, разной формы, размеров. И мы прям находимся около печи, с помощью которой изготавливают эти изделия. Температура в ней достигает более 1000 градусов. Ed ecco qua, bravo maestro! Bene signori, questo è il termine della dimostrazione. Стеклодувные мастерские первоначально находились на самой Венеции, но из-за соображений безопасности, так как печи достигают очень большой температуры, они решили перенести их на остров Мурана. Это было идеальное место для стеклодувных мастерских. На каждой фабрике есть свой шоу-рум с продукцией этой фабрики. Также по острову находится очень много магазинчиков, в которых вы можете купить изделия из муранского стекла. И если у вас есть время и вы не завязаны на экскурсиях, вы спокойно можете погулять и выбрать подходящий магазин с хорошими ценами. Ну а развешенное тут и там белье на веревках создает особый колорит и делает это место еще более живописным. Выходя из речного вокзала острова Ледо, вы переноситесь в современный мир с электромобилями, зелеными широкими улицами без толп туристов. А летом особенно будет приятно понежиться на песочном пляже и выпить несколько коктейлей или съесть вкусное итальянское мороженое. Мы прибыли на остров Торчелло. Рядом с церковью Санта-Фоска находится знаменитый ресторан Локанда Чиприани, который имеет мишленовскую звезду. Его основатель Джузеппе Чиприани, автор коктейля Беллини. И этот ресторан посещали Елизавета II, принцесса Диана, Чаплин, Аль Пачино и другие. Но сами венецианцы здесь очень любят справлять свои праздники. Жемчужиной острова является одна из 2 церквей, сохранившихся на острове Торчелло, Санта-Мария-Ассунта. Она основана была в 639 году. Внутри вы будете восхищены золотой византийской мозаикой.
На единственной площади острова находится музей Торчелло с древними экспонатами и трон Аттилы. Но по иронии судьбы он на нем ни разу не сидел, а использовался представителями власти острова. Легенда о мосте-дьяволе рассказывает о молодой венецианке, любившей австрийского офицера, которого убили. Чтобы воскресить и увидеть его, она заключила сделку с дьяволом через старую ведьму. Дьявол дал возможность девушке встретиться с любимым, но у ведьмы взамен попросил принести 7 детей. Вскоре ведьму убил незнакомец, который услышал этот уговор. Поговаривает, что каждый сочельник дьявол приходит ждать свою плату на мост в облике черного кота и ждет ведьму. Мы с вами находимся напротив исторического центра Венеции. Это небольшой остров, где живут большей части местные жители. Это искусственный насыпной остров на месте бывшей городской свалки. Также он имеет прозвище «Остров стариков». Все из-за того, что рядом находился мусоросжигающий завод, который закрыли по жалобам местных жителей. Но слава экологически неблагополучного места за островом закрепилась, что сказалось на ценах на недвижимость. Квартиры там стали скупать пенсионеры не только из Венеции, но и со всей Италии. На остров мы доехали в четверг, и нам посчастливилось попасть на местный рыночек, который нам очень понравился. Итальянцы очень любят футбол, и поэтому практически на каждом острове есть свое футбольное поле. Также в Венеции есть своя футбольная команда с домашним стадионом. И при желании можно купить билеты и посетить матчи итальянской футбольной лиги. Нам очень понравилась Венеция и соседние острова, каждый со своей историей и характером. Спасибо за просмотр видео, надеемся на лайк и подписку на канал. До скорых встреч!